Всем привет! Сегодня приготовим простой, незатейливый десерт, который входит в рейтинг 50 вкусных блюд мира по версии CNN. Десерт, который является визитной карточкой Китая. Что же это? Традиционный гонконгский тарт с маленькой песочной корзинкой, в которой запекается нежная, гладкая и ванильно-яичная начинка. И еще будет вариант чуть посложнее в декоре, с шапкой из меренги. Подписывайся и наслаждайся просмотром. Итак, растираем масло с сахаром, добавляем слегка взбитый желток, всыпаем просеянную муку и ванилин. Еще мы использовали пищевые красители – куркуму и розовый. Делим тесто на части, смазываем формы растительным маслом и распределяем тесто. Заготовки отправляем в холодильник на 1 час или в морозильную камеру на 20-40 минут. А в таких формах тарты получаются гораздо привлекательнее. А сейчас приготовим начинку. Берем 50 мл молока, 65 граммов сахара и ванилин. Доводим все до кипения. Снимаем сотейник с плиты и добавляем 240 мл жирных сливок. Перемешиваем массу и добавляем 145 граммов желтков. Пробиваем все блендером и на всякий случай процеживаем массу через сито. Делаем проколы в холодном тесте, чтобы оно не вздулось, и выпекаем при температуре 170 градусов около 7-10 минут. Используя силиконовую кисточку, наносим желток на внутреннюю часть тарта. Смотри, желток мгновенно запекается от теплого теста и создает тонкую корочку, которая не дает тесту размокнуть. Возвращаем пирожные в духовку и уже внутри нее наполняем каждый тарт начинкой до верха. Выпекаем 20 минут при температуре 145 градусов. В это время приготовим меренгу из сахара и белка. Берем 200 граммов сахара и 120 граммов белка. Взбиваем белки на средней скорости довольно долго. Должна получиться вот такая иголка. Вот так выглядит традиционный тарт. В другом варианте в центр готового тарта кладем размороженную или свежую малину. Из кондитерского мешка выдавливаем меренгу. Для большей красоты и устойчивости обжигаем ее из горелки. И украшаем. Приятный объем, яркий аромат ванили и та самая яичная нотка уносит в фантазии о том, как ты стоишь посреди динамичного, скоростного, шумного Гонконга, но тебе все равно. Потому что ты нашел самое важное сокровище – простой, незатейливый и невероятно нежный десерт. И пусть весь мир подождет. Приятного аппетита и до вкусных встреч!